Когда эта женщина подняла руку и замахнулась на слона, люди вокруг нее замерли, затаив дыхание. Все ждали, как отреагирует огромное животное, но того, что произошло дальше, никто не ожидал. Эту женщину звали Лёх Чилерт. Она родилась в 1964 году в маленькой деревушке в Таиланде. Выросший среди слонов, Лёх с ранних лет проникся к ним глубокой любовью. Но у нее также были большие мечты. С юных лет она интересовалась миром за пределами своей деревни и испытывала сильное желание изучать английский. Она верила, что изучение языка может открыть перед ней новые двери и дать шанс увидеть больше мира. Она усердно училась в школе и экономила все, что могла. Когда ей исполнилось 16, она сделала важный шаг. Она попрощалась со своей семьей и друзьями и улетела в Соединенные Штаты. Она была взволнована, но в то же время нервничала. Все казалось ей новым и стремительным, от оживленных улиц до незнакомого образа жизни. Тем не менее, Лекс оставалась сосредоточенной на своей цели. Она записалась на программу изучения английского языка и с головой ушла в изучение языка. Ее упорный труд принес свои плоды. Она стала свободно говорить и начала получать удовольствие от общения с людьми из самых разных культур и слоев общества. Именно тогда она обнаружила свою любовь к тому, чтобы объединять людей и помогать им лучше понимать друг друга. Ее. Но во время пребывания в США эта женщина столкнулась с тем, что разбило ей сердце. Истории о том, как плохо обращались со слонами на родине, как для человека, выросшего в убеждении, что слонов любят и уважают, для нее было шоком услышать о жестоком обращении в лесозаготовительной и туристической отраслях. Вернувшись в Таиланд, Лек устроилась на работу гидом в туристический лагерь, надеясь узнать больше. То, что она там увидела, только усугубило ситуацию. Слоны. То, как дрессировали слонов и как ими управляли, оказалось гораздо более болезненным, чем она могла себе представить. Это заставило ее усомниться в том, во что она раньше верила. Несмотря на то, что она уже осуществила свою мечту, выучила английский и могла бы заняться чем-то другим, эта женщина знала, что не сможет отказаться от того, что увидела. Она почувствовала сильное призвание помогать нуждающимся слонам. Именно тогда все изменилось. Она решила посвятить свою жизнь спасению слонов и созданию для них безопасного места жительства. Она и ее небольшая команда путешествовали по стране в поисках слонов, которые подвергались жестокому обращению или были брошены на произвол судьбы. После долгих усилий и настойчивости ей удалось выделить большой участок земли, изобилующий природной зеленью и ресурсами, идеальное место для заповедника. В 1996 году эта женщина официально открыла природный парк слонов в Чиангмае, Таиланд. Когда прибыла первая группа спасенных слонов, Лёха был вне себя от радости. Она постаралась узнать историю каждого слона, его особенности, его потребности. Она знала, что забота о слонах — это не только их кормление или предоставление убежища. Речь шла о создании доверия и эмоциональных связей. Ее заповедник стал местом, где слоны могли, наконец, вылечиться.
Не было ни представлений, ни аттракционов, только покой, забота и сострадание. Лек тесно сотрудничал с ветеринарами и специалистами по дикой природе, чтобы убедиться, что каждый слон получает именно то, что ему нужно для выздоровления. Раненым и больным слонам оказывали медицинскую помощь, и они постепенно становились здоровыми. Со временем заповедник стал домом для более чем 37 слонов. Все они были спасены из трудных ситуаций. В парке у слонов было все необходимое: свежая еда, чистая вода, медицинская помощь и много места для прогулок. Эта женщина и ее команда преданных своему делу волонтеров целыми днями заботились о слонах и помогали им чувствовать себя в безопасности. Это было нелегко, но Лек никогда не сдавалась. Ее решимость и любовь к слонам заставляли ее продолжать идти вперед, как бы тяжело ни было. Со временем слоны начали доверять ей все больше и больше. Больше. Они чувствовали ее доброту и заботу и отвечали ей взаимностью. Когда она заходила в вольер, большие слоны бросались к ней, как маленькие, и каждый из них надеялся на ее внимание. Лек проводила время, играя с ними, кормя их и просто находясь рядом. Связь, которую эта женщина установила с ними, была глубокой и непоколебимой. Посетители парка часто были поражены увиденным. Казалось, что Лек и слоны могли понимать друг друга без слов. Вещь. Их связывали поистине особенные узы. Некоторые люди верили, что у этой женщины был секретный прием, как успокоить слонов. Они были заинтригованы и не могли до конца поверить, когда она сказала, что ее единственными инструментами являются любовь, забота и понимание. Несмотря на то, что Лек всегда открыто говорила о своем подходе, многим было трудно поверить, что крупные животные могут так бережно относиться к такому маленькому существу. Поэтому посетители продолжали возвращаться в святилище, надеясь разгадать тот секрет, который она скрывала, и однажды им это удалось. На протяжении многих лет заповедник процветал под постоянной опекой Лека. В стаде появились слоны всех видов. Некоторые из них были слепыми, другие осиротели, получили травмы или провели годы в тяжелых условиях, например, на лесозаготовках или попрошайничестве на улицах. Ее парк стал единственным в своем роде, местом, где слоны могли быть спасены и свободно жить в тех семейных группах, которые они выбрали. Пальцы ног. Благодаря своей самоотверженности Лек не только спасла десятки слонов, но и изменила отношение к ним людей по всему миру. Слухи быстро распространились, и вскоре отовсюду посыпалась поддержка. В один из мирных дней, проведенных в парке, Лек стояла посреди группы посетителей, занимаясь своей обычной работой. Ходили слухи. Некоторые думали, что за кулисами она может быть строгой, может быть даже суровой, и именно поэтому слоны повиновались ей. Вот. Но никто из этих людей не был готов к тому, что им предстояло увидеть. Пока она занималась уборкой, один из слонов медленно подошел к ней, тихонько хлопая ушами. В руке у Леки была тряпка для протирки, и когда слон повернулся к ней спиной, она слегка взмахнула тряпкой. Все замерли. Группа затаила дыхание, ожидая увидеть реакцию слона. И тут произошло нечто удивительное. Рука. Массивное существо тихо присело на корточки и легло на землю. Когда Лек осторожно смахнула мух с хвоста слона, она начала напевать колыбельную. Ее голос был мягким и умиротворяющим, и через несколько секунд слон закрыл глаза и погрузился в сон. Люди,
наблюдавшие за происходящим, не могли в это поверить. Они стояли в полной тишине, полностью поглощенные моментом. Звук глубокого, нежного храпа слонихи смешивался с ее песней, создавая успокаивающий ритм, который наполнял воздух. Это было похоже на что-то священное, как будто они были свидетелями момента чистого доверия между двумя существами, которые по-настоящему понимали друг друга. Пока Лек продолжала петь, ее голос был полон тепла и заботы. Она тихо рассмеялась, услышав храп слона, и улыбнулась с гордостью и любовью к своему сонному другу. Именно тогда эта женщина поняла, какой это дар — иметь такую тесную связь с этими животными. Тихий храп слона эхом разносился по парку, напоминая всем присутствующим, что это святилище — нечто большее, чем просто место для исцеления. Это было пространство, где любовь, терпение и доверие были настоящей основой. Люди, наблюдавшие за происходящим, обменивались счастливыми взглядами. Их лица светились удивлением и радостью. Лек продолжал петь, пока слон отдыхал, и в этот момент все вокруг казалось совершенно тихим и умиротворенным. В тот день все ушли с новым чувством уважения к слонам и к той удивительной работе, которую проделала Лек. Это был прекрасный момент для наблюдения. Что, по-вашему, должно было произойти, когда она замахнулась на слона? Вы когда-нибудь видели вблизи одного из этих нежных гигантов? Дайте нам знать в комментариях. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поднимите большой палец вверх и подумайте о том, чтобы поделиться им с кем-нибудь, кому оно может показаться интересным. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем.